Многие режиссеры обращаются к тюремной тематике, ведь криминальный мир, жизнь за решеткой, психология преступников и все, что с этим связано, интересует рядовых граждан. Очень много киноманов любит смотреть фильмы про тюрьму, ведь в них можно найти все, что нужно для хорошего кино. Необычные сюжетные повороты, зрелищные погони и перестрелки, любовь и философские размышления. Привет, ты на канале Кинотест. Сегодня я расскажу о 5 фильмах про тюрьму, заключенных и тому подобное. Это вторая часть данной тематики, ну а ссылка на первую находится в описании. Поехали! 5 место. Фильм «Джек Стоун». Полицейский Джек Стоун специально грабит банки, чтобы оказаться за решеткой вместе с известным преступником русского происхождения Баломом. Балом – это не просто бандит, это очень опасный и изворотливый уголовник, которому подвластна даже местная полиция. Балом живет в тюрьме словно король города. Его камера – это роскошная частная комната, построенная специально для него. Лишь немногие имеют доступ в ту часть тюрьмы, где сидит Балом. Герой окружен собственными охранниками и приверженцами. Но Джек Стоун собирается отомстить за своих родных, которых Балом хладнокровно убил. Могу сказать, что для своей ниши данный фильм вполне неплохо смотрится. Четвертое место. Бои без правил. Молодой британец Билли Мур попадает в самую страшную тюрьму Таиланда за хранение наркотиков. В один момент из-за долгов ему придется провести бой, и если он не сумеет одолеть оппонента, то жизнь для Билли окончится в тайской тюрьме. Чтобы выжить, он должен принять участие в нем и выиграть. В фильме много жестокости и насилия в разных видах, все крупным планом. Минимум слов, максимум натуры. Сваленные в камерах тела, голые люди, голые стены. Настроение задают не словесные перепалки, а брошенные Билли вызовы и данные им ответы, физические реакции и бесцеремонный натурализм. Хочется отметить еще тот факт, что в фильме практически нет музыкального сопровождения. Почти все 2 часа вы будете слышать стуки по тюремным решеткам и нескончаемый гул других заключенных. Третье место занимает фильм «Драка в блоке 99». Бывший боксер и наркодилер Брэдли Томас пытался завязать с преступным прошлым, но оно затащило его обратно. Он с подельниками попался с поличным и отправился в тюрьму на 7 лет. И все это так не вовремя. Жена беременна долгожданной дочкой, а тут еще заявляется непонятный тип и, шантажируя нерожденным ребенком, велит Брэдли убить заключенного в блоке 99 строгого режима. При всей своей суровости фильм умудряется показать персонажа не просто громилой с мускулами, но живым человеком со своими непоколебимыми принципами, моральным компасом и специфичным чувством юмора. Второе место. Король чертова острова. Норвегия, начало 20 века. Зима. На острове Бастёй, что в Ослофьорде, расположена колония для бездомных подростков. Их содержат в поистине садистских условиях. Психологическое давление и унижение – это методы, с помощью которых охрана держит их в узде. Им не дают никакого образования, зато используют в качестве дешевой рабочей силы. Эрлинг, очередной подросток 17 лет, волей судьбы попавший на остров, в целях самозащиты случайно убивает офицера. И следующей весной, когда ему исполнится 18, его должны переправить в тюрьму для взрослых. Но у него совсем другие планы. Он решает сделать невозможное – сбежать с Бастёя, острова дьявола. Очень волнительная история, которая оставляет неизгладимые впечатления. Первое место получает фильм «3 дня на побег». Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу-жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается, это разработать план побега. Фильм показывает то, на что готов муж ради любимой жены. Он никогда не отступится, даже если все против него, и никто ему не может помочь. Несмотря на все трудности и порой приступы отчаяния, он добивается своего, причем с неплохой прибылью.
Вначале события развиваются достаточно плавно, зритель чувствует отчаяние главного героя. Однако примерно с половины картины сюжетная линия набирает обороты, и последние 3 дня, давшие название фильму, уже не дают отвести взгляд от экрана. Предлагай в комментариях другие фильмы на данную тематику, а также переходи по ссылке в описании на первую часть. Пока!